Очень крутая стена получилась, прям очень красивая. Огромная кухня, огромный остров. И вот над островом у нас тут висит такая вот здоровенная люстра, центр свет. Очень красивая люстра, но на самом деле этой люстры здесь нет. И вообще здесь ничего нет. Я вас немножко обманул. Здесь все на самом деле фейк. Вообще здесь ни хрена нет. Сегодня я вам расскажу, как мы делали эту дополненную реальность. И я проводил опросы, больше половины подумали, что это реальное видео, и не сразу почуяли подвох. На самом деле главное тут это траектория движения камеры. Она вот специально дергается именно так, как я хожу с камерой в руках. Сейчас, подожди, я создам немножко новогоднего настроения. Если мы нарисуем траекторию вручную, то она будет плавной, и мы никак не будем эмулировать эффект ходьбы. А нам нужна вот реальная траектория, где камера будет вот так вот трястись. Сначала мы думали, что можно просто пойти по стройке с камеры. Вот возьму камеру, пойду и просто буду снимать, как обычно снимал. А потом в After Effects мы подвяжем траекторию камеры. Но автор постоянно терял позицию из-за мелких объектов, которые постоянно вот лезли и выходили из кадра. Потом мы подумали, что можно просто наклеить крестики на пол и на стены, и так камера поймает их, но тоже это не сработало, крестиков нужно было сильно больше, и камера постоянно держала только несколько штук, а надо как минимум 4, это сложно, короче. Потом мы нашли специальные наклейки для трекинга камеры, этот способ уже получше, и автор смог отслеживать траекторию, но всего на несколько секунд, но и только в чистом помещении мы вот смогли так нормально сделать, а на стройке очень много мусора, поэтому этот метод тоже не подошел, тоже ни хера не работало. Поэтому мы разместили планировку квартиры на асфальте. Прошли с камерой так, как надо, обходя препятствия вот прямо на парковке. Такой обхожу диван, обхожу стол. На асфальте камере проще зацепиться за плоскость, и After Effects он легко цеплялся и ставил свои точки. И мы наконец-то получили реальную траекторию камеры. Наконец-то! Наверное, это можно было сделать и попроще, с помощью каких-нибудь лидар-датчиков или камер. Но я так и не нашел, как это сделать. Но если кто-то знает, как получить траекторию движения камеры попроще, то напишите, пожалуйста, в комментариях, будет полезно. Полдела сделано, теперь нам нужно сделать графику. Для этого нам нужен реально мощный компьютер, потому что рендерить мы будем покадрово. В каждой секунде у нас 30 кадров, а нам нужно было как минимум 50 секунд, это около 1500 кадров, прикиньте. Для этого нам нужен рендер-движок, который умеет рендерить на видеокарте. Видеокарты, они немного быстрее, чем процессор, ведь там не 4 и не 20 ядер, да, а несколько тысяч маленьких, узкоспециализированных, но несколько тысяч ядер. Поэтому мы будем рендерить на NVIDIA GeForce RTX 3090. Это самое последнее, самое мощное, что есть на сегодняшний момент. Разбирают их нынче как горячие пирожки, и в отдельном варианте достать сложно. Поэтому мы будем тестировать в составе готовых решений, чтобы и остальные комплектующие соответствовали и раскрывали потенциал карточки. Хороший вариант — это HyperPC Lumen Pro с процессором i9, 64 гигабайта оперативки, но главное здесь это наша новенькая видеокарточка NVIDIA GeForce RTX 3090 с 24 гигабайтами видеопамяти. Не 2, там, не 3. Вот на наших старых компах NVIDIA с 4 гигабайтами оперативки, а здесь 24 гигабайта видеопамяти. На самом деле эта карточка в основном даже не для игр, а как раз для профессиональных задач. Благодаря драйверам NVIDIA Studio они как раз и раскрывают весь потенциал этой видеокарты в GPU рендеринге. Драйверы — это прослойка между железом и приложением. Бывает, что вышла новая версия приложения с новыми функциями или логикой, а железо за ней не успевает. Так вот, драйверы Studio отслеживают обновления популярных приложений для визуального контента, типа там 3D Max и Photoshop, и обеспечивают совместимость актуальных версий приложения и железа.
А вот этот компьютер HyperPC Pro с драйверами Studio реально проходит дополнительные тесты на надежность и стабильность работы приложений, чтобы избежать неприятных сюрпризиков в работе. Denoiser при помощи нейросетей в NVIDIA OptiX устраняет шумы при рендеринге и ускоряется на тензорных ядрах в видеокартах RTX. Поэтому рендер появляется сильно быстрее, это все экономит время рендеринга. Рендерить мы будем в F-Storm. Это GPU-движок, в отличие от Короны, он умеет рендерить на видеокарте. В принципе, можно рендерить на любом другом движке, но вот мы рендерили на F-Storm. Этот компьютер HyperPC Lumen Pro выдает один кадр за 2,5 минуты. Покажу. Обычно в видео 24 кадра на 1 секунде. Вот один кадр сейчас отрендерился за 2 минуты 32 секунды на этом компьютере HyperPC Lumen Pro. На обычных наших компьютерах, которые у нас вот здесь стоят, такой кадр рендерится 10 минут 13 секунд. Вот, кстати, в 4 раза разница. Обычно картинки мы рендерим в Короне, поэтому сцену нам пришлось переносить из Короны в F-Storm и заново все перенастраивать, текстуры, свет и так далее. Ну, вообще можно было остаться и на Короне и рендерить видео на ней, но тогда пришлось бы ставить многопроцессорные компьютеры. А это уже совсем другая материнская плата, это более дорогие процессоры. Такой апгрейд вот, ну, сильно дороже, чем просто поставить новенькую RTX 3090 и все. Подгружаем нашу траекторию и поехали ждать 3750 минут. Это примерно 62 часа или 2,5 дня. Вам вот кажется, что это долго, да, 2,5 дня, но на старых компах нам пришлось бы ждать 10 дней без остановки. Представляете, 10 дней рендерить 50-секундное видео. Просто с ума сойдешь. Поэтому мы, собственно, и перешли на F-Storm и на GPU рендеринг так сильно быстрее. Мы чуть-чуть потеряли в качестве. Мне не очень нравится, как рендерит F-Storm. Он не так классно рендерит свет и текстуры, как Корона. Но производители Короны прям наотрез отказались воспринимать GPU рендеринг. Говорят, что он нестабильный, поэтому он рендерит только на процессорах, и ну, для них надо что-то сильно мощнее покупать. А если хочется ускорить, конечно, GPU намного быстрее. Потестим еще несколько движков. Может быть, на других движках рендерится получше, но в видео, в принципе, это незаметно. Мне вообще понравилось. Я понимаю, что это узкоспециализированное видео, и его посмотрит мало человек, кому интересно, да, за компы вот эти порассуждать. Поэтому поддержите, пожалуйста, лайком или комментом, мне будет приятно, а вам не сложно. И если понравилось такое видео, то я еще таких буду снимать. В одном из последних видео мы разыгрывали вот такую вот маечку. Ты же дизайнер. Среди тех, кто напишет самый жесткий косячок в ванной комнате, вот этот вот комментарий победил. Пишите моей помощнице вот сюда, вот у нас есть Инстаграм. Она с вами свяжется и отправит такую маечку. Поздравляю. Но в этом видео мы тоже разыграем такую вот маечку. Кто оставит самый веселый коммент, тому поедет такая майка. Пока-пока. Thank you.